Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам иностранные издания. Это будет третье видео про иностранные издания в коллекции. В первом видео, которое вышло почти 2 года назад, я показал вам все иностранные издания, которые были на тот момент в коллекции. Затем, месяц примерно назад, я показал вам иностранные издания, которые появились у меня в коллекции за последние 2 года. Это британские, чешские и испанские издания. А в этом видео я покажу вам все остальные издания. Это в первую очередь американские, немецкие, издания скандинавских стран, итальянские, а также издания из других стран, а также 5 британских изданий, которые появились после предыдущего видео про иностранные издания. И начать я хочу с американских изданий, их больше всего будет в сегодняшнем видео. И начать хочу с 4К американских изданий. И первое, это у нас дилогия Дени Вильньова про Дюну. Первый фильм, это у нас Дюна, часть первая. Фильм Дени Вильньова с Тимоти Шаламе в главной роли. Издание без русского языка. Фильм 21 года. На него я ходил в кинотеатр. И здесь у нас 2 диска. Blu-ray 1080p и также 4К Blu-ray. Фильм у нас по известному роману Фрэнка Герберта. Картина Дени Вильньова «Дюна». И также в коллекции есть вторая часть. Фильм 24 года. Самый свежий фильм в коллекции на сегодняшний день. Издание в слипе. Также без русского языка. Здесь у нас только один диск, на котором и сам фильм, и дополнительные материалы представлены. Это у нас продолжение по все той же самой книжке Фрэнка Герберта «Дюна». Такие вот 2 фильма. Оба фильма в формате 4К. Есть у меня в коллекции. «Дюна» и «Дюна. Часть 2». Далее переходим к еще одной картине в формате 4К. Это у нас фильм «Кот в сапогах». Это у нас картина от студии DreamWorks Animation. И это у нас спин-офф Шрека. Второй спин-офф про кота в сапогах из Шрека. «Кот в сапогах. Последнее желание». Появился у меня в коллекции данное издание не так давно. Приобрел себе его в коллекцию в формате 4К. И здесь бумажки видим. А также 2 диска. Диск Blu-ray с зеркальной такой обложкой. Точнее, под зеркальной поверхностью. А также 4К диск, где у нас уже есть изображение кота в сапогах. Такое вот издание. Данный фильм 22 года. А также без русского языка. Фильм «Кот в сапогах». Следующая картина. На этот раз с русским языком. Это у нас «Крик» 2002 или «Крик 5», как его называют. Это у нас 5-я часть этой франшизы. На данный фильм я ходил в коллекцию. И это последний фильм по времени выхода картины самой от Paramount. То есть более новейших фильмов от Paramount с русским языком не выходило. Этот успел выйти с русским языком. Здесь так же, как и во второй части Дюны, только один диск, на котором и сам фильм, и дополнительные материалы к нему. Такая вот картина. Фильм «Крик» 2022 года. Это было последнее американское издание в формате 4К. Далее переходим к обычному Blu-ray. И он в основном будет без русского языка. Поэтому с русским языком я издание покажу сначала.
И первое американское издание с русским языком — это «Перекресток Миллера». Одна из ранних работ братьев Коэн. Фильм про гангстеров. Такая вот нагадка диска, повторяющая обложку. И здесь видим, что коробка у нас Viva Elite Eco с такими дырками, прорезями. И это был фильм «Перекресток Миллера» от братьев Коэн. И второе американское издание с русским языком — это фильм, точнее мультфильм от студии Disney под названием «Оливер и компания». Это такой взгляд, такая адаптация произведения Чарла Диккенса «Оливер Твист» от студии Disney, где большинство персонажей заменены животными, в том числе и Оливер, который здесь представлен котом. Американское издание с русским языком. Здесь 2 диска, DVD без русского и залочен на первый регион. И также Blu-ray с русским языком, который поддерживает все регионы. Такое вот издание фильма «Оливер и компания». Это фильм 80-х, анимационный фильм Disney 80-х годов. Такая вот картина. И далее американские все издания пойдут без русского языка, поэтому отдельно оговаривать это не буду. Первая такая картина — это у нас фильм с Арнольдом Шварценеггером «Бегущий человек». Здесь 2 диска, DVD, который залочен на первый регион, а также Blu-ray, который залочен на регион А. Это достаточно известная картина с Арнольдом Шварценеггером, которая снята по мотивам произведения Стивена Кинга, который написал этот роман под именем Ричард Бахман. И совсем скоро выходит ремейк данного фильма, который снимает Эдгар Райт. А это первый фильм, в котором снялся в главной роли Арнольд Шварценеггер. Такая вот картина «Бегущий человек». Далее, следующая картина. Это у нас фильм «Мстители. Финал», который завершает киновселенную Марвел. Точнее, сагу бесконечности киновселенной Марвел. Здесь видим слип такой. Изображение в нем здесь у нас повторяется. Здесь фильм достаточно длинный, поэтому здесь 2 диска. Здесь у нас диск с самим фильмом и диск с дополнительными материалами. И 2 бумажки с кодом и с другой рекламой. Такой вот фильм «Мстители. Финал» из киновселенной Марвел. Далее переходим к следующей картине. И это у нас фильм режиссера женщины Кэтрин Бигелоу под названием «На гребне волны», в котором у нас снялись Патрик Суэйзи и Киану Ривз. Достаточно известная картина. С русским языком данный фильм на Blu-ray, увы, не выходил, поэтому приобрел себе на Blu-ray такое вот издание. Это международное издание американское, потому что также выходило в США более раннее издание, заложенное на их регион, а это издание воспроизводится во всех регионах. Фильм Кэтрин Бигелоу «На гребне волны». Далее переходим к следующему фильму. Это у нас картина с Эдди Мерфи
от режиссера Джона Лэндиса под названием «Поездка в Америку». Известный фильм с Эдди Мерфи, одна из известных комедий его, фильм 80-х годов. И накатка здесь у нас выглядит следующим образом. Повторяет обложку. И также видим рекламку изданий других от студии Paramount Pictures. Такое вот издание и фильма известной комедии с Эдди Мерфи «Поездка в Америку». Далее. Следующая картина. Это у нас фильм Стэнли Кубрика по роману Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». В главной роли здесь у нас снялся Малькольм Макдауэлл. С русским языком данный фильм выходил только на DVD, на Blu-ray не было, поэтому увидел, решил себе приобрести такое вот американское издание фильма «Заводной апельсин». Далее переходим к следующей картине. Следующий фильм, точнее следующие два фильма были сняты одним режиссером. И это режиссер Дэвид Финчер. И первая картина, это у нас фильм «Зодиак» в таком вот интересном издании, где у нас все написано горизонтально. И здесь у нас два диска. Диск с фильмом, диск с дополнительными материалами. И здесь у нас представлена режиссерская версия данной картины. Фильма «Зодиак». И также появился у меня в коллекции фильм «7». Еще один известный фильм Дэвида Финчера. Здесь у нас снялись Морган Фриман и Брэд Питт, и Кевин Спейси. Обе данных картины с русским выходили только в формате DVD, но нашел такие вот издания два фильмов Дэвида Финчера «7» и «Зодиак». Далее переходим к следующей картине. Это у нас обладатель премии «Оскар» за лучший фильм от Пола Хаггиса под названием «Столкновение». «Оскар» 2005 года. Здесь снялось много известных актеров, часть из которых мы видим на обложке. И такое вот издание. И здесь присутствует внутренний арт с кричащим человеком. Фильм «Столкновение». Обладатель премии «Оскар» за лучший фильм. Далее переходим к следующей картине. И это фильм «Пока не сыграл в ящик». Фильм режиссера Роба Райнера. Здесь у нас снялись Морган Фриман и Джек Николсон. Один из самых последних фильмов с Джеком Николсоном. До того, как он решил уйти на покой и перестать сниматься. С русским языком он выходил также только на DVD. Но нашел за очень недорого такой вот фильм и решил себе приобрести себе в коллекцию. Картина «Пока не сыграл ящик» с Джеком Николсоном и Морганом Фриманом. Далее следующая картина. И это у нас фильм Фрэнка Дарабонта с Томом Хэнксом под названием «Зеленая миля» по роману Стивена Кинга. Такая вот накатка здесь у нас, полностью зеркальная, с названием фильма. Это достаточно известная и высоко оцениваемая картина. И вот приобрел себе ее в коллекции, также в формате Blu-ray.
С русским в формате Blu-ray он не выходил, только на DVD. Такая вот картина. И, наконец, последнее американское издание. Это у нас фильм режиссера Мартина Скорсезе под названием «Отступники». Данный фильм выходил с русским языком на Blu-ray, но выходил в достаточно простом виде, то есть только сам фильм, без дополнительных материалов, без оригинальной дорожки. И поэтому решил себе дополнительно приобрести в коллекцию данный фильм в таком вот издании американском. Тоже стоило не очень дорого. И поэтому взял фильм, в котором у нас снялись Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон и Марк Уолберг. Фильм Мартина Скорсезе под названием «Отступники». И также обладатель премии «Оскар» за лучший фильм. Такая вот картина. Это было последнее американское издание. Поэтому переходим к следующей стране. Это у нас будет Германия. И здесь 4 издания будут с русским языком, а остальные без. Начну с изданий с русским языком. И первое это у нас «Не спящий в Сиэтле». Картина, в которой у нас снялись Том Хэнкс и Мэг Райан. А снимала данную картину женщина-режиссер Нора Эфрон. И это немецкое издание, у которого среди языков есть русский. Такой вот фильм «Не спящий в Сиэтле». Далее следующая картина. И это фильм, у которого режиссером заявлен Андрей Кончаловский. Но если смотреть историю, как данный фильм снимался, там Андрей Кончаловский снял лишь небольшую часть. Там начинал снимать один режиссер, там потом Андрей Кончаловский. А закончил снимать уже без Андрея Кончаловского. Но режиссером заявлен именно он. И здесь у нас снялись в главных ролях 2 известных актера. Это Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел. Фильм «Танго и Кэш». Немецкое издание. Также с русским языком. И с такой вот накаткой. Видим по этой блямбе, что это именно немецкое издание. Далее следующая картина. Это у нас фильм, который в русском прокате получил название «Третий лишний». В оригинале это просто Тед. То есть имя данного медведя сокращенное от Тедди. Здесь у нас видим обложку перевертыш. То есть возрастная блямба. Ее можно скрыть. И тогда получаем такое вот издание, у которого нету данной блямбы снаружи. Здесь у нас снялись Марк Уолберг, Мила Кунис и озвучивает в оригинале данного персонажа Сет Макфарлейн, который также является режиссером данной картины. Такое вот издание фильма под названием «Третий лишний». Далее. Следующая картина. Это у нас еще один фильм Фрэнка Дарабонта под названием «Маджестик». Это единственный фильм Фрэнка Дарабонта, который никак не связан со Стивеном Кингом. И в главной роли здесь у нас снялся Джим Керри. Данное издание с русским языком. И с русским языком данный фильм выходил только за рубежом. То есть в России выходило только Blu-ray DVD издание. А Blu-ray с русским языком только за рубежом. Фильм Фрэнка Дарабонта «Маджестик». Далее. 4 издания немецких без русского языка. И первый из них это фильм с Джеки Чаном «Городской охотник». С рекламкой. Также с обложкой перевертышем. И здесь, как сказал, русского языка нету.
кроме того, данный диск озолочен, но на регион B. То есть для этого нужно иметь либо мультизональный аппарат, либо аппарат региона B, Blu-ray. Такой вот фильм с Джеки Чаном «Городской охотник». Далее следующие две картины. Это у нас одна франшиза под названием «Астерикс и Обеликс». И первый фильм это у нас «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В главных ролях здесь у нас Жерар Депардье, Кристиан Клавье и Роберто Бениньи. Немецкое издание, без русского, с внутренним артом, демонстрирующим кадры из картины. И также эти кадры можно увидеть в таком вот небольшом буклете на 4 страницы. Здесь они уже в цвете. И небольшие факты о фильме на немецком языке. И также оглавление данного фильма. И также есть коллекции Астерикс и Обеликс Миссия Клеопатра. Также немецкое издание. С обложкой перевертышем. Поэтому здесь с ней видно сразу, что это немецкое издание. И такой вот фильм. И здесь у нас два фильма про Астерикса и Обеликса, где главных персонажей сыграли одни и те же люди. То есть Астерикса и Обеликса в данных двух фильмах сыграли Кристиан Клавье и Жерар Депардье. Потому что в следующих частях уже Астерикса играли уже другие люди. Причем в каждом фильме Астерикс сыграл уже другой человек. А здесь эти два главных актера одни и те же. И, наконец, последнее немецкое издание. Это у нас не совсем кино. Это у нас опера Джузеппе Верди «Отелло» по мотивам произведения Шекспира. Такое вот издание. Опера. Информация на разных языках. И такой, видим, есть немецкую информационную блямбу. Опера Джузеппе Верди «Отелло» в театре Ла Скала в Милане. И главную роль здесь у нас исполняет Пласидо Доменго. Такое вот издание. Это было последнее немецкое издание. Далее пойдут издания скандинавские. Их у меня 6. Кроме последнего, все с русским языком. И первая из них это у нас картина «Быстрее пули» от режиссера Дэвида Литча. Здесь на главной роли снялся Брэд Питт. Также здесь у нас снялись Сандра Баллок, Ченнинг Татум, другие актеры. Два диска. Здесь у нас на обоих дисках присутствует русский язык. Но есть небольшое такое замечание, что диск обычный Blu-ray залочен на регион B. Поэтому на аппаратах региона C он не будет воспроизводиться. Это один из последних, если не последний релиз от Sony, который выходил с русским языком. Картина «Быстрее пули» в формате 4К. Далее, следующая картина. Еще один фильм с Томом Хэнксом в сегодняшнем видео. Под названием «Прекрасный день по соседству». Также скандинавское издание от Sony. В России данный фильм не выходил. Только за рубежом его можно найти с русским языком. Такой вот фильм. «Прекрасный день по соседству». Далее, следующая картина от режиссера Эндрю Никола под названием «Гаттака». Это у нас скандинавское издание. Здесь у нас снялись Итан Хоук, Джуд Лоу, Ума Турман. Это у нас такая антиутопия.
очень популярный жанр для Эндрю Никола, в котором он снял сразу несколько фильмов. И у меня представлена в таком вот скандинавском издании данная картина. Фильм «Гаттака». Далее, следующая картина. И это фильм «В погоне за счастьем» с актером Уиллом Смитом. Ребенка здесь сыграл родной сын Уилла Смита, Джейден Смит. Также скандинавское издание, также с русским языком. Такой вот фильм. Фильм добрый, жизнеутверждающий, под названием «В погоне за счастьем». Далее, следующая картина. Это у нас вторая часть «Зомбиленда», в которой у нас к своим ролям вернулись Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун. Данная картина также уже с русским языком не выходила в России, только за рубежом можно найти данное издание, в том числе и на Blu-ray и на 4К. Но я себе решил в коллекцию Blu-ray издания данного фильма. Далее переходим к следующей картине, которая вышла в скандинавских странах. И это у нас фильм без русского языка, который с русским языком на Blu-ray совсем не вышел. Это у нас фильм «Первый мститель. Противостояние», или в оригинале «Капитан Америка. Гражданская война». Здесь у нас снялось очень много известных актеров, в том числе Крис Эванс и Роберт Дауни-младший. И взял себе в коллекцию такое вот издание данного фильма. Здесь мы видим рекламу других изданий киновселенной Marvel на DVD и Blu-ray. Капитан Америка. Противостояние. Первый мститель. Противостояние. Идем далее. И далее пойдут 4 итальянских издания. Первый из них это у нас «Барби». Это у нас самый кассовый фильм студии Warner Brothers. Представлен у меня в формате 4К, в таком вот стилбуке. Здесь мы видим изображение. Сам 4К диск, который здесь только один. Где-то накатка от данного диска. Видим, что это именно итальянское издание. И фильм 2023 года. Один из самых новых в коллекции. Такая вот картина. Фильм «Барби». Далее пойдут 3 издания из Италии с русским языком, которые все объединены тем, что это анимационные фильмы, рисованные от студии Disney. И первый, самый ранний из них, это у нас фильм «Алиса в стране чудес». Картина 1951 года. То есть фильм выпущен еще при живом Уолте Диснея. Это у нас экранизация произведения Льюиса Кэрролла. «Алиса в стране чудес». Далее, ближе к нашему времени, и следующая картина, это у нас фильм «Атлантида. Затерянная империя. Затерянный мир». Такое вот издание. Также у нас Disney. Также у нас итальянское издание. Это у нас фильм из начала 2000-х. Так же, как и следующая картина. Это у нас «Планета сокровищ». Самый дорогой рисованный фильм в истории. Также итальянское издание фильма Disney. «Планета сокровищ». Это такая своеобразная экранизация «Острова сокровищ», но в космическом сеттинге.
«Планета сокровищ». Такие вот 3 диснеевских фильма в итальянских изданиях с русским языком. Далее пойдут издания из разных стран, в которых во всех будет русский язык. И первый из них это у нас фильм в польском издании под названием «Кабельщик». Фильм режиссера Бена Стиллера. А в главных ролях здесь у нас Джим Керри, которого мы видим на обложке, а также Мэтью Бродерик. Видим надписи на польском. И в этом издании присутствует также и внутренний арт с кадрами из фильма. И оригинальное английское название The Cable Guy, то есть кабельщик. Такое вот издание из Польши. Далее издание из Украины под названием «Храброе сердцем». Удалось такое вот найти украинское издание. Причем это украинское издание, у которого и накатка диском, также на украинском. И информация сзади также представлена на украинском языке. Это известная картина. Первая картина Диснея, точнее, первая картина Пиксара, в которой присутствуют принцессы. И такой вот фильм «Храброе сердцем» от студии Pixar. Далее продолжаем тему Дисней. И это у нас австралийское издание, которое появилось совсем недавно в коллекции. «Книга джунглей». Анимационный фильм из 60-х годов от студии Дисней. Здесь видим такой внутренний арт и техническую информацию на другой стороне этого внутреннего арта. И сам диск. За рубежом с русским языком данный фильм выходил только в Австралии. Такое вот издание. Переходим к следующему изданию. Это у нас венгерское издание, которое появилось у меня в коллекции. Фильм Тодда Филлипса под названием «Впритык». Такой вот минимальной накаткой. Здесь у нас снялись актеры Роберт Дауни-младший и Зак Галифианакис, которые мы здесь видим их на обложке. И это у нас такое бади-муви с данными актерами в комедийном жанре. Далее переходим к следующей картине. Это у нас французское издание. И фильм режиссера Роба Райнера «Несколько хороших парней». В данной картине у нас снялись Том Круз, Джек Николсон и Деми Мур. Мы их видим на обложке. Это у нас юридическая драма. Здесь слип. Здесь у нас такое же изображение. И здесь у нас 2 диска, Blu-ray и 4К. Но русский язык есть только на 4К. То есть обычный Blu-ray представлен без русской дорожки. Несколько хороших парней. Далее следующий фильм. И это турецкое издание. Фильм под названием «Это очень забавная история». Здесь у нас снялись Кейра Гилкрист, Эмма Робертс и Зак Галифианакис. Издание, как я сказал, уже из Турции, с русским языком. И с русским языком он выходил только за рубежом на формате Blu-ray. То есть российское издание данного фильма есть только в формате DVD. Это очень забавная история. Далее будут 3 издания, точный регион которых не могу точно указать, потому что здесь не указан, какой именно регион.
Это у нас фильм «Код да Винчи». Здесь мы видим такую обложку, но это не оригинальная обложка. Мне он достался без обложки данный фильм, поэтому просто скачал. А вот регион самого диска я не могу точно сказать. Такой вот фильм «Код да Винчи». Возможно, даже британское издание. Скорее всего, да, британское. Но точно не могу сказать, поэтому отнесу к этой группе. Это у нас фильм режиссера Рона Ховарда. В главной роли здесь у нас снялся Том Хэнкс. И это первый фильм из трилогии экранизации произведений Дэна Брауна «Код да Винчи» с Томом Хэнксом в главной роли. А вот следующие два издания, у них не указан регион совсем. И первый из них это «Мачо и Ботан». Известный такой фильм, в котором у нас снялись Джона Хилл и Ченнинг Татум. Это у нас комедия такая, где они в виде копов расследуют, устроившись в школу учениками. И присутствует внутренний арт у данного издания, где мы видим двух этих персонажей. Такая вот накатка диска. Еще одно издание, точный регион которого я не могу сказать. Это у нас фильм «Зеленый шершень». В формате у нас Blu-ray 3D, но также запускается и на 2D. Это у нас фильм режиссера Мишеля Гондри. И у нас снялись здесь в главных ролях Сет Роген, Джей Чоу, Кристофер Вальц и Кэмерон Диас. Такая вот накатка диска. Реклама здесь у нас. Это фильм «Зеленый шершень». Наконец, заканчиваю это видео 4 изданиями, которые показывал совсем недавно. При прошлом пополнении коллекции. Это у нас британские издания. И первый из них вот у нас фильм Кристофера Нолана, который выиграл премию «Оскар» за лучший фильм, «Оппенгеймер». «Слипи». Здесь у нас 3 диска. Диск с фильмом 4К, диск с фильмом Blu-ray и также диск с дополнительными материалами. Здесь у нас в главных ролях Киллиан Мерфи, также снялись Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший и Флоренс Пью. Далее, следующая картина, это у нас фильм Джона Карпентера, под названием «Нечто». Фильм с Куртом Расселом, с такой вот обложкой. Здесь также 2 диска. Фильм без русского языка. Точно так же, как и Оппенгеймер. Это у нас достаточно известный фильм режиссера Карпентера, Джона Карпентера. И появился у него в коллекцию в таком вот издании. Далее, следующая картина. И это у нас фильм режиссера Альфонсо Куарона под названием «Дитя человеческое». Это у нас фантастика. Здесь у нас снялись Клайв Оуэн, Джулиан Мур и Майкл Кейн. Британское издание, также без русского языка. С русским языком на Blu-ray он совсем не выходил, данный фильм. Далее, последний на сегодня фильм от Disney в иностранном издании. И это у нас короткометражки Pixar, том 2, в котором у нас представлено 12 короткометражных фильмов
от Pixar, а также в качестве дополнительных материалов представлены здесь у нас студенческие работы режиссеров студии Pixar. Такое вот издание с русским языком. И хочу закончить данное видео с иностранными изданиями. Единственным чисто DVD изданием иностранной коллекции это у нас 25-й час. Фильм режиссера Спайка Ли. В главной роли Эдвард Нортон. Такое вот издание, что интересно, с русским языком. Который запускается на DVD-плеерах нашего региона. Фильм 25-й час на DVD. И это у нас британское издание. И это было последнее иностранное издание, которое я хотел вам показать в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.